Реле давления воды или автоматический регулятор давления. На передней панели расположены индикаторы состояния устройства. Зеленый светодиод сообщает о наличии питания устройства. Желтый сигнализирует о подаче питающего напряжения на насос. Красный сообщает об ошибке. Скорее всего, отсутствует вода. При первом включении, когда в системе еще нет воды, засвечиваются все три индикатора. Контроллер засекает время. Если по истечению 8 секунд насос не начал качать воду, желтый индикатор гаснет, контроллер блокирует работу насоса. Для повторного запуска насоса необходимо нажать клавишу на лицевой панели или включить контроллер заново. Если же в течение первых 8 секунд работы насоса вода все же появится, красный индикатор погаснет. Насос будет качать воду, пока не перекрыт выпускной кран. При перекрытии крана контроллер еще 8 секунд продолжает запитывать насос. После гаснет желтый индикатор и насос отключается. При повторном открытии крана снова загорается желтый светодиод и включается насос. Под передней панелью находится плата управления. На ней размещена микросхема контроллера, реле, пара герконов с нормально разомкнутыми контактами. Один с этой стороны, второй с обратной стороны платы. К задней части водяного блока прикручена крышка, под которой находится пружина и мембрана. В крышке имеется отверстие для свободного прохода воздуха. Мембрана зафиксирована между двух стержней. Со стороны пружины стержень выполняет роль направляющей. Со стороны электронного блока на конце стержня находится магнит. Он управляет нижним герконом. Это датчик наличия давления воды. Внутри водяного блока на входе установлен обратный клапан. На выходе из блока находится датчик наличия потока воды. Подвижная часть представляет из себя цельнолитую деталь, которую можно поделить условно на три части. Это заслонка, вмонтированный магнит и грузило. Сверху в выходной штуцер впрессована латуневая ответная часть заслонки. Этот датчик управляет верхним герконом. При появлении магнитного поля в зоне нахождения геркона контакты замыкаются. При отводе магнита контакты геркона размыкаются. Снова смоделируем все возможные варианты работы реле давления. Первое включение устройства. За 8 секунд работы насоса ни датчик давления, ни датчик потока не разомкнулись. Значит, воды нет. Контроллер отключает насос. Если же вода пошла и кран открыт, поток воды проходит через обратный клапан и далее поднимает верхний датчик. Кстати, именно из-за этого датчика реле давления должно устанавливаться строго в вертикальном положении. Иначе датчик потока будет некорректно работать. Верхний геркон разомкнулся. Контроллер видит наличие воды. Насос продолжает качать. При перекрытии крана поток воды останавливается. Датчик потока возвращается вниз. Верхний геркон снова замыкается. Контроллер дает насосу поработать еще 8 секунд. Давление, создаваемое насосом, давит на мембрану. Пружина сжимается. Магнитное поле датчика давления смещается от нижнего геркона. Как только нижний геркон разомкнулся, контроллер сразу же выключит насос. Таким образом, контроллер видит: верхний датчик замкнут, нижний разомкнут. Это интерпретируется контроллером так: вода есть, но кран перекрыт. Отключаем насос. При следующем открытии крана, неважно, какой из датчиков сработает первым, либо верхний геркон разомкнется, либо мембрана вернет магнит к нижнему геркону, и он замкнется. Или оба одновременно. Контроллер в любом случае включит насос. Один минус этих контроллеров в том, что они не могут регулировать выходное давление воды. Контроллер отключит насос только после того, как насос создаст максимально возможное давление, на которое он способен. Это, в свою очередь, нагрузка на водные коммуникации. Спасибо за просмотр, до новых видео.